Деятельность компании направлена на использование новейших разработок в области биотехнологий с дальнейшим применением их в лечении. Нами отработаны методики выделения мезенхимальных стволовых клеток человека из костного мозга, плаценты и жировой ткани. Нами получен патент на технологию получения аутологичных стволовых клеток пациента под названием ShortDcell. Компания принимала участие в успешных клинических испытаниях новых методов лечения с использованием клеточной терапии, в котором приняли участие десятки пациентов нашей страны. Деятельность компании возможна благодаря высокотехнологичной лаборатории, соответствующей мировым стандартам работы со стволовыми клетками человека. Условно, лабораторию можно разделить на несколько блоков, согласно стоящих перед нами задач. Первый блок – первичное размещение сотрудников. Это помещения, не требующие особых условий, но они отвечают общим требованиям Министерства здравоохранения Украины к медицинским помещениям. В таких помещениях сотрудники ведут работу с электронным и бумажным учетом деятельности. Второй блок – шлюз. Он разделяет зоны с разным уровнем стерильности. Сотрудники из первого блока попадают в шлюз и меняют одежды первой зоны чистоты на стерильные комплекты одежды для работы в третьем блоке. Система шлюзования применяется во многих лабораториях или фармзаводах для помещений с повышенным требованием к степени чистоты воздуха. Такие меры направлены на обеспечение максимального качества и безопасности клеточного продукта. Третий блок является основным, в котором происходят все работы с биоматериалом. Его можно дополнительно разделить еще на 3 блока. Блок А предназначен для аналитических исследований. В нем контролируются ключевые характеристики выделяемых клеток, позволяющие идентифицировать их как стволовые. Такие исследования требуют высокоточных современных приборов, одним из которых является проточный цитофлюориметр компании Beckman Coulter. Это оборудование позволяет с высочайшей точностью исследовать каждую клетку в отдельности и отсортировать целевые клетки от остальных. Важным этапом также является функциональная характеристика клеток, позволяющая оценить их способность дифференцироваться в другие типы клеток. Блок Б представляет собой отдел, где происходит выделение и очистка клеточного материала. Благодаря использованию высококачественных реагентов, выделение стволовых клеток происходит с высокой эффективностью. Говоря о блоке В, надо отметить, что он является, пожалуй, одним из самых важных отделов в работе. Именно здесь соблюдаются самые жесткие требования к работе с клеточным материалом. Благодаря системе вентиляции со стерилизующими хипофильтрами в рабочую зону попадает чистый воздух, не содержащий микроорганизмов и пыли. Оборудование, необходимое для работы в стерильных условиях со стволовыми клетками, поставлено ведущими мировыми производителями. Большинство работ проводятся в ламинарных боксах второго класса биологической защиты, позволяющих исключить контаминацию клеточного материала. Здесь выделенные мезенхимальные стволовые клетки из жировой ткани пациента переносятся во флаконы с питательной средой, где они начинают свое размножение. Рост клеток происходит в специальных инкубаторах, которые поддерживают оптимальные условия для их жизнедеятельности. Достигнув определенной плотности, клетки рассеваются на новые флаконы. Такие операции проводятся многократно, пока количество клеток не достигнет лечебной дозы. При необходимости стволовые клетки пациента могут быть заморожены на длительный срок, и мы готовы об этом позаботиться. Выращивание стволовых клеток является сложным, многостадийным процессом, но благодаря этим усилиям пациент получает для лечения огромное количество собственных мезенхимальных клеток, что в итоге позволяет организму побеждать самые тяжелые заболевания.